Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание тому, как правильно хранить фотографии умерших людей, на какие моменты обязательно стоит обратить внимание, чтобы эти фотографии не приносили вам не только боль, но и проблемы в вашем материальном мире, потому что это может отразиться и на ваших деньгах, и на вашем здоровье. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Благодарим, нам очень приятно. Вы знаете, мы привыкли фотографироваться и даже не задумываемся о том, какой вред это может нам принести, сколько негатива притянуть в нашу жизнь. Ведь фотографируемся в большинстве случаев и даже не задумываемся о том, делаем мы это правильно или же нет. Может быть, место неподходящее, может быть, рядом человек с негативом, или же нарушаем правила, связанные с фотографиями. Фотографии не так безобидны и безопасны, как это может казаться с первого взгляда, так как они способны на энергетическом уровне связывать невидимыми нитями тех, кто на них изображен, или же привязывать людей к тем местам, на фоне которых они сфотографированы. Бывают случаи, когда человек фотографируется на фоне каких-то раскопок, развалин, и в его жизни начинают с этого момента происходить неприятные события. Человек не понимает, а что же с ним такое, ведь еще вчера все было хорошо, он гулял по новым местам, делал красивые фотографии, и вдруг резко все пошло не так. Дискомфорт и страх его окружают, и он не может удержать то, что имело для него важное значение, и то, над чем он так долго работал. А в такой момент люди часто теряются и не могут найти выход из сложившейся ситуации. Но такого допускать нельзя, а нужно начинать сразу действовать. Фотографию разорвать на мелкие кусочки, после чего пересыпать их солью. После взять церковную тоненькую свечу и покапать на них, проговорив при этом 7 раз обязательно такие слова. Соль энергию, связывающую меня и эту фотографию, впитает, связь нашу разорвет, беды и несчастья отведет. Так она должна пролежать на протяжении 3 дней, но следите за тем, чтобы ее никто не трогал, так как есть возможность подобрать негатив, и с каждым днем вы будете ощущать себя лучше и лучше. Когда время истечет, вам будет казаться, что груз упал с ваших плечей. Соль нужно будет на рассвете смыть под проточной водой, а фотографию выкинуть в 3 разных местах. С этого момента все очень быстро восстановится, а порой может стать и лучше, чем было ранее. Мы делаем с вами много фотографий с различными жизненными моментами, людьми, порой даже с просто встречными на каком-то жизненном этапе, и даже не задумываемся, что когда придет время с ними делать, ведь есть фотографии, которые имеют значение, а есть и те, которые совсем не важны. Но жизненные силы они за время своего существования отобрать могут с легкостью. Вы знаете, когда-то к фотографиям относились очень серьезно. На них изображали только то, что хотели запечатлеть на долгие годы, порой допуская большие ошибки. Так, например, фотографии, на которых изображены похоронные процессии. Такие фотографии несут энергетический хаос, слезы, пустоту. Они насквозь пропитаны мертвой энергией, а те, кто изображены на них, вместе с умершим человеком, не то что остаются без энергетической защиты и биополя, но в некоторых случаях и без жизни. Такие фотографии часто попадали в категорию проклятых, так как некоторые семьи передавали их с поколения в поколение и сами собственноручно причиняли вред близким и родным людям. Фотографии, как и вещи умершего человека, способны передавать его энергетику, поэтому с ними нужно быть очень осторожными. Сейчас уже не встретишь того, кто делает фотографии таких процессий. Люди не желают оставлять в памяти такие тяжелые моменты, да и, используя опыт предков, боятся это делать. Но у каждого из нас есть фотографии, где изображены умершие родственники, которые изображены среди тех людей, кого также уже нет в живых. Но и есть фотографии, на которых они находятся среди живых, а порой и с маленькими детьми на руках. Ведь когда малыша фотографируют с бабушкой, никто не задумывается о том, что ее когда-то может и не стать, и произойти это может на разном жизненном этапе.
Как же правильно хранить такие фотографии, чтобы они не причинили вред тому, кто на них изображен? Первым делом не стоит впадать в панику и избавляться от всех фотографий, кого нет в живых, так как это история вашего рода, и если правильно ее передавать, то ничего плохого ни с кем не произойдет. Во-вторых, нужно понимать, что такие фотографии не попадают в категорию проклятых, так как те, кто на них изображены, умерли, а не сфотографированы после смерти. И в этом большая разница. Это сказывается на энергетике, которую несет фотография. Если кто-то из ваших родственников изображен отдельно, стоит такие фотографии отобрать в отдельный альбом, который нужно обязательно купить в пятницу. Хорошо, если он будет темного цвета, тогда не будет расхождения в энергиях. Например, если вы купите желтый альбом, он будет притягивать светлые энергии к людям, которых нет, из-за чего выйдет энергетический коллапс, который окажет неблагоприятное влияние на энергетику дома, в котором они находятся. Если эти фотографии на вашем телефоне, купите отдельную флешку и скиньте их туда. С компьютером, с ноутбуком еще меньше проблем. Вы можете создать отдельную папку и разместить их там. Важным условием является и то, что фотографии, которые вы будете сохранять, только тех родственников и членов семьи, с кем у вас были крепкие дружеские отношения. Если отношения были не таковыми, вы не могли найти общий язык, и между вами возникали постоянные ссоры, недопонимания. От таких фотографий стоит избавиться. Их лучше вынести туда, где вы не проводите много времени, места, например, в кладовку, в подвал. Для этого использовать можно коробку, которую нужно вложить в черный пакет. Если такого места у вас нет, используйте такой же вариант хранения, но оставьте только некоторые фотографии, а сверху на них положите узелок из темной ткани, в который нужно положить соль крупными кристаллами, а также цветочек гвоздики, при этом проговорив трижды такие слова: «Этот оберег меня от влияния мертвой энергии уберегает, влиять ей на меня ни на дом не позволяет. Если фотография что-то излучает, соль тот же час это убирает». После чего сразу закройте коробку, и такой узелок нужно раз в год менять. Тот, который будете менять, нужно сжечь, но сделать это обязательно подальше от дома. А в тот же день сделать новый узелок и сразу разместить его в коробке. Если у вас есть фотографии, на которых изображены места трагедии, несчастного случая или же такого места, где когда-то произошло что-то страшное, от них нужно сразу избавиться, разорвав на мелкие кусочки утром и выкинув подальше от дома. Уходите, не оборачиваясь. Если же вы изображены на таком фото, от него также нужно избавиться, чтобы оно перестало отбирать у вас жизненные силы, потеря которых вы, возможно, уже ощущаете. Если у вас не очень крепкое биополе или же вы будете ощущать, когда оно немного слабнет, опасным является, если такие фотографии хранятся еще среди фотографий людей, которые вас не любили и которых уже нет в живых. Они способны разрушить и вашу жизнь, сбить вас с истинного пути, притянуть проблемы и несчастья. Такие фотографии также нужно в субботу на рассвете порвать на мелкие кусочки, но перед тем, как выкинуть, зажечь свечу белого цвета и каждой тыльной стороной кусочка фотографии провести над ней, проговорив при этом такие обязательно слова. Фотография эта силу теряет, так как огонь целостность ее нарушает, больше энергетику не излучает и на меня никак не влияет. Если на кого-то другого, проговаривайте имя в этот момент. Если закончите раньше, чем свеча догорит, дайте ей полностью сгореть. Огарок выбросите, но рассчитайте так, чтобы вам на все хватило одной свечи. Если у вас отобранных фотографий много, делайте все постепенно, а когда закончите, можете спокойно выкинуть кусочки подальше от дома и больше ни о чем не переживать. Они больше с вами никак не связаны. Если же у вас есть такие фотографии в электронном виде, тогда зажгите свечу, установите ее между собой и компьютером по центру, проговаривая при этом такие слова: «Фотографии удаляю, из своей жизни их энергетику стираю, связь теряю, огонь мне помогает, своей энергией меня окружает, биополе равняет». Когда закончите, вы можете постепенно удалять фотографии, но данные слова нужно проговаривать на каждую фотографию по отдельности.
Когда закончите, свече также дайте догореть, затем агарок вынесите на улицу и выбросите. Если же у вас есть фотографии, на которых вы изображены с людьми, которых нет в живых, и данные фотографии не представляют для вас ценность, от таких фотографий нужно избавиться. Для этого понадобится веточка липы. Подожгите от тоненькой восковой свечи, ее не тушите, пока полностью не сгорит. Агарок также выбросите. Проделать это можно в любой день недели. После того, как подожжете веточку, хорошо не окурите каждую из фотографий, проговаривая такие слова: «С тобой», называете имя, «при жизни связью крепкой не обладала, а после смерти твоей и вовсе ее разрываю. Липа, помоги, энергии в помощь, сильные притяни». Когда закончите, фотографии разорвите, выбросите, веточку липы выйдите на улицу и сожгите. Так вы не только избавитесь от ненужных фотографий, но и себе вред не будете причинять. Если же у вас есть фотографии, на которых вы или же кто-то из ваших родных изображен человеком, которого нет в живых, но эта фотография имеет для вас действительно значение, и вы бы не хотели от нее избавляться, нужно провести ритуал, который разграничит ваши энергии. Делать это нужно обязательно в полнолуние. Для этого вам понадобится красная нитка, которой нужно перевязать фото между вами и тем, кого уже нет. Ее можно вязать вдоль, поперек и даже наискосок. Если полностью не получается отделить, не переживайте. Близкий человек, с которым у вас хорошие отношения и были при жизни, навредить точно вам не может. Когда ниточка будет завязана, вам понадобится свечка, которую нужно обязательно смазать эфирным маслом миры, после чего поджечь и сделать вокруг живого человека или же своего изображения. Если на фото 7 кругов, вы на фото, то 7 кругов по часовой стрелке, и при этом нужно проговаривать такие слова: свеча энергетически сильна, энергию живую от мертвой отделяет и влиять одной на другую не позволяет. Того человека, кого нет живых, в памяти сохраню, но далее своей дорогой пойду. Если делаете за кого-то, нужно проговорить: с собой уведу. Когда закончите, фотографии спрячьте, и больше мертвая энергетика данного человека не будет вас пугать и оказывать какое-то влияние на вас. Ваша жизнь будет продолжаться и ничего не будет угрожать. Не стоит размещать портреты умерших людей, даже если это очень дорогой вашему сердцу человек на видных местах. Это плохая затея. Такая фотография будет притягивать в вашу жизнь негатив, грусть, печаль, и вы не сможете избавиться от депрессии, которая за этим всем придет следом. Но если вы уже надумали совершить такое действие, то ни в коем случае нельзя размещать такой портрет в комнате, где вы спите, так как во время сна человек не защищен, а радиус действия мертвой энергетики велик. Во время сна вы будете ее привлекать, и она на вас будет очень негативно воздействовать, отбирая важные жизненные силы, энергии. Тот, кто на ней изображен, может являться вам во сне, или же, если у вас есть какие-то энергетические способности, может быть и такое, что ваша связь с данным человеком при жизни была очень сильной. Он может к вам даже явиться, что будет мешать вам спокойно жить. Поэтому все-таки лучше не стоит рисковать. Не нужно завешивать все фотографии в доме, даже если у вас много свободного места, фотографиями умерших людей, так как это будет притягивать в ваш дом скорбь, потери, которые могут коснуться абсолютно любой сферы вашей жизни, начиная от личной и заканчивая проблемами с финансами. Плохой приметой является и то, если такой портрет или фотография упадет. Это означает, что того в присутствии, кого это произойдет, ждет неприятный жизненный этап. Если же это произошло, когда никого нет дома, это знак того, что нужно поставить свечку за этого человека, так как его душа неспокойна. Вы держите ее и не отпускаете. Еще одной негативной народной приметой считается, когда выгорает фотография, на которой рядом с умершим человеком изображен живой. Это говорит о том, что ему грозит беда, что нужно быть очень осторожным, внимательным, что нужно все обдумать, чтобы понять, откуда она надвигается. Если же на фотографии, где есть умерший человек, рядом с живым появятся пятна, или же потеки, это укажет на то, что к живому человеку просочилась сущность. А так как эта фотография связывает два мира, то она на ней и отображается. В таком случае нужно провести сильную энергетическую чистку, пока она не испортила жизнь того, кто на этом фото изображен, или же не отобрала ее и вовсе. Не стоит смотреть альбомы, фотографии с теми, кого нет в живых в состоянии депрессии.
так как в такой момент человек излучает негатив и способен притягивать все плохое, что только есть в его окружении. В вашем случае будет мертвая энергия, поэтому если вы не в правильном расположении духа, откажитесь от сантиментов. Это не создаст вам проблемы со здоровьем. Соблюдая такие простые советы, которые связаны с хранением фотографий людей, которые по какой-то причине нет с вами, вам не нужно ни о чем переживать, так как они не будут оказывать на вас негативное воздействие. Но не стоит их недооценивать, так как энергетика, которую они несут, сильна и способна причинить немалый вред. По фотографии знающий и видящий человек даже способен сказать, есть тот, кто на ней изображен в живых или же нет. Ведь фотография в таком случае веет холодом, сразу вызывает печаль. А если она будет постоянно влиять на энергетику живых людей, ничего хорошего из этого не выйдет. Помните об этих правилах и старайтесь их использовать в своей жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, поделитесь своим мнением в комментариях к этому видео. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.